Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее евангельское чтение взято из Евангелия от Луки. «Сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Итак, друзья, давайте подумаем, а что плохого сделал герой нашей сегодняшней притчи? Как мне кажется, ничего плохого абсолютно. Человек просто поступил логично. Вот у него хороший урожай, вдруг появилось огромное количество, не знаю, хлеба или вот чего-нибудь другого. Да неужели надо все это выкинуть, потерять? Вполне логично размышляет человек. Надо построить какие-нибудь побольше житницы, то есть вот какие-нибудь хранилища, для того, чтобы не потерялось же это добро. Вот человек абсолютно логично размышляет. Да и кроме того, в общем-то, Господь нас не призывает к тунеядству или к безответственности. Вот есть хороший урожай, надо как-то реагировать, надо подумать, надо поступать логично, и надо делать так, чтобы вот максимально извлечь максимальную пользу из этой ситуации. Ничего плохого нет. Он ни у кого ничего не украл, он ничего плохого даже не говорит словами. Он просто поступил абсолютно логично, как, наверное, и должен поступить человек в подобной ситуации. Да, наш друг подумал и поступил вполне логично и правильно, но не учел одного обстоятельства, а именно того, что жизнь коротка и что никто из нас не имеет власти добавить хоть на локоть, хоть на миллиметр продолжительности своей жизни. Вот об этом он не подумал, а это все-таки очень важная вещь. С первого взгляда может показаться, что если забыть о том, что жизнь коротка, если, скажем, не верить в Бога, не верить в то, что Бог управляет нашей жизнью, то вполне логично человек размышлял, рассудил и поступил. Но это не совсем так. Ведь наш герой, наш друг, как-то думает очень странно. Посмотрите, он живет только в будущем. Он даже использует только грамматическое будущее время. Вот что я сделаю. Сломаю житницы, построю больше, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей. Все это в будущем. Но мудрость, даже просто человеческая мудрость в том, что мы должны не забывать о том, что прошлое не в нашей власти, а на будущее тем более мы не имеем власти. В наших руках только настоящее. И потому жить, полностью проецируя свое счастье только на будущее, это даже по-человечески неразумно. Да, друзья мои, так получается, что особенно в условиях
современной жизни мы привыкли к тому, что у нас есть какие-то четкие гарантии на будущее. Вот есть пенсия, есть медицинская страховка, есть какие-то, вполне нормальные в цивилизованном мире, в современное время, какие-то гарантии. Я могу об этом говорить, потому что у меня очень любопытная ситуация в последние месяцы своей жизни, так как я живу фактически в 3 странах одновременно, в России, правда, немного совсем, к сожалению, но большей частью во Франции и в Италии, во Франции, где служу, в Италии, где ухаживаю за отцом. Так получается, что ни Франция, ни Италия мне не дают никакие гарантии с точки зрения медицины. Вот если я заболею, у меня нет никакой ни государственной, ни частной страховки, ни в Италии, ни во Франции. Единственное место, где я могу лечиться, это Россия. И вот, думая об этом, я заметил, что у меня некое появилось беспокойство. Вот как же так? Как жить без этого? Все-таки в моем возрасте надо быть ответственной, я себе сказал. И действительно, я стараюсь и постараюсь разрешить эту проблему. Но с другой стороны, не надо думать, как этот человек, герой нашей притчи, только о будущем. О будущем будем беспокоиться, когда оно настанет. И главное, будем уповать на Господа. Вот это самое важное. Именно этого не учел наш герой. Очень важна последняя фраза сегодняшнего Евангелия. Вот Господь говорит, так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Вот именно об этом идет речь. Когда забота о каждодневной жизни становится озабоченностью, когда это некий идея-фикс, и мы только об этом думаем, безусловно, тогда мы собираем для себя, а не богатеем в Бога. А богатеть в Бога означает заботиться о спасении нашей души, потому собирать доброделание. Вот наше внимание, наша забота о тех, кто вокруг нас, это и есть те сокровища, которые нам крайне необходимо собирать. Тогда действительно мы будем богатеть в Бога, как сказал Господь в этой притче.